Ах вы ленивые жопы. Оп. Вот ведь такое дело, лес не прощает ошибок. Доброе утро, путешественники! Ну что, 6 утра, по звонку будильника, прекрасный сон прервался. Спал в полной темноте, в полной тишине. Кто-то скажет, зал ожидания был как склеп. Я отвечу скорее как пещера. Под землей то же самое, как в вакууме, в темном. Короче, выспался, и это очень хорошо, потому что сегодня у нас весьма амбициозная задача. Сейчас мы находимся на станции Ельничная. Это 49-й километр магистрали. Доехать нам надо до Санкина, 113-й километр. Получается 64 километра пути, казалось бы, плевое дело, но сегодня мы заедем в Березовку. Это ответвление от главного хода по 64 или 67 километру по Чернышовке. И ответвление это имеет длину 28 километров. То есть суммарно сегодня нам необходимо проехать 120 километров. Прекрасный день, обороты увеличиваются, и хорошо, что мы проснулись так рано. Время наш главный и самый ценный ресурс. Сейчас быстрый завтрак с чайничком чая и там, бутербродиками. И в добрый путь. А пока мы спали, наша дрезинка немножечко переместилась. Видимо, на этом пути она кому-то мешала. И, как мне кажется, там у переезда вчера стояла дрезинка. Вот как раз ее могли по переезду на этот 4-й путь перекатить, и моя дрезинка и мешала, потому что этот путь самый ближний к домам. Видимо, кто-то на охоту собирался, и не будут же там барина объезжать, так что логичный и вполне правильный шаг. Ребят, небольшое изменение в планах. Значит, во-первых, у дежурной по станции я узнал, что светофоры, стрелки централизованные, все это работало всего лишь 16 лет, с 1984 по 2000 год. То есть уже 23 года это все переводится курбелем. С одной стороны неудобно, с другой стороны местная шелупонь никак не сможет нашкодить. И что мы тут еще увидели? В депо есть жизнь. Тот самый музейный тепловозик Ту-4. А старичок-то живее всех живых, бодренькой. Ну и так происходит переключение стрелки курбелем. То есть подошел, присел и трын-т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 ын. И крути. В общем, вот такая вот жесткая жесть. И все, как сделали стрелочку. Такая красота, друзья. И что интересно, депо снова на замке. То есть принцип такой: машинист приходит, как в свой гараж, открывает замочек, берет тепловоз, выкатывает его, закрывает ворота, закрывает калитку, все, поехали. Очень необычная тема. Хотел красиво стартануть прямо от перрона, судьба распорядилась иначе. Попросили немножечко сдвинуться, поскольку, помните, вчера мы видели вот эту летучку? Сейчас эта летучка пойдет в дело. Четверка, видать, ехала за рабочей силой. Сейчас зацепят летучку, и вперед. Судя по тому, что там косы, видимо, будут косить. Логично, что полоса отвода, она сама собой выкошена не становится. Ох, ну какой же тепловоз-то красавец, а? Живой музейный экспонат. А это работа курбелем, ребят. Так оно все и происходит. Предлагаю посмотреть поближе, как это все происходит. Сделали курбелем стрелку.
конечно. Оп. Вот так вот, куда уж проще. Все, так-то готовы. Ни автотормозов, ничего. Да, на своячке, что, тепловоз не удержит эту легкую летучку. Красота, друзья. Ну, пожелаем ребятам хорошей работы. Всего доброго. Самкина? А? Самкина? До Калача и обратно. А теперь настала пора и нам запрашиваться, узнаем, что происходит там дальше. В принципе, сегодня вторник, так-то я не припомню, что тут какое-то было пассажирское движение, но там расписание весьма завиральное. Сейчас покажу. Вот оно, такое расписание. Понедельник, четверг, пятница, воскресенье. С этим понятно. Понедельник, среда, пятница. Тоже вопросов не возникает. Суббота. Хорошо. Не движение, а воскресенье. Какие-то такие. Понедельник, среда. Ну ладно. Синичиха, Березовка. Дни движения. 2-я и 4-я неделя месяца. Вторник. Какая сейчас неделя месяца? Да пес его знает. Вроде как 3-я. Короче, будем как-то сейчас с этим существовать. Да, это все дело можно осмыслить, но сейчас в 7 утра как-то это сложно. Короче, спросим у дежурной. Ну, значит, нам подсказали, что в 12 часов тепловоз поедет с Ельничной до Санкина, а потом из Санкина обратно. Вот, поехали трудиться. В общем, ребят, зная перегонное время хода, которому они следуют, можно будет предположить, где этот тепловоз будет находиться. Так что перед Чернышевкой будем считать. До свидания. На этом, друзья, мы прощаемся с доброй Ельничной и отправляемся в настоящую глушь. Прицепчик у кого-то он заготовлен. И светофоры. Вот даже без них. Исполины. До Санкина цивилизации больше не будет. Какой хоздвор у человека. А нам туда. Даль. А справа по ходу движения огромное болото, которое называется Чистое. По карте это гигантские дальше туда уходят площади. Здесь мы, конечно, видим один лесок, там вот второй, из которого вышли. Но оно туда уходит ого-го сколько. По карте это прям много. Около километра мы так едем вдоль болота.
как встречает нас кладбище. Беда, хоть и не скажешь поначалу. Это тоже жилой поселок. Погост немного на отшибе. Подаем, ох, какой птиц летит. Мостик сгнил, мостику хана. Интересно, водится ли здесь какое-нибудь местное лохнесское чудовище? Скорее всего, нет. Для чего эти гаражи, я думаю, все уже догадались. И вот она, небольшая станция. Давайте здесь строим небольшую остановочку. А чтобы никому не помешать, съедем на бок. Смотрите, какой интересный пионерочный гараж. Вот эта лежневка, это для колес пионерки. И вот как-то вот так вот. Целый терем. Итак, Строкинка, 56-й километр. Когда-то была станция, остался только разъезд для обгона тепловоза. И что примечательно, плиты новые. То есть, видимо, недавно уложенные. А это остатки станционного здания. Видно, шпалы лежат еще. Когда-то и здесь был путь. Ну, то есть, путевое развитие было более богатым. Эх, красивое когда-то было белое здание. Ну, пойдемте посмотрим, что там внутри. А тут хоть танцпол устраивай. Такая вот лавка на кирпичиках и печь. Конечно, едва ли ее сейчас можно как-то затопить, но для окурков пойдет. И, конечно же, орудие труда. Лопата. О, какая. В принципе, на этом все удобства и заканчиваются. Вон тут, как кажется, кого-то съели, какую-то птицу. Да. Видимо, здесь произошла какая-то трагичная история. Оконце выглядит как-то так. Несмотря на какую-то жуткость, все равно это крыша над головой. И если прям припрет, как бы это годный вариант на лавке на этой расположиться. Вот. Ну, годный, конечно, на случай какой-то фатальный. Вот. Даже дверь есть. Поэтому высока надежда, что никто не зайдет, никто не съест. А нет, надежда невысока. А, там консервную банку подложили, сорян. Ну, видимо, чтобы проветривалось. Оно и логично, потому что пол имеет такие вот тут отверстия, как вы видите, свет. И с него может поддувать там сырость, а с дверкой хоть как-то это будет все дело проветриваться. Здесь же бывшее помещение дежурного по станции. Да ничего уже об этом и не напоминает. Шпалу сюда навалили. Крыша уже тоже такая себе, конька нет. Ну, соответственно, дальше водичка будет делать свое черное дело. О том, что здесь когда-то стоял пульт или что-то работало, в принципе, ничего уже и не напоминает. А жилые дома от станции в некотором удалении. Там уже собака лает. Она уже давно лает. Причем ее лай от леса так отражается эхом. Когда стоит практически полная тишина, это хорошо слышно. Вот как-то и здесь люди себе вполне живут. Антенны, телевизор, видать, есть. Сейчас пройдем этого брехуна. Ну какой. Охраняет. Ну, как-то так. Деревенская тишина, только песик лает.
Здравствуйте. Доброе утро. Вы кто? Я путешественник, турист. Решил по поселку прогуляться. Что вы хотели? Да ничего. Вы у меня были в гостях? Нет. А почему собака залаял? Да он лаял уже заранее. Заранее? Да, я же не заходил никуда, вы что? А вы один или с кем-то вы туристы? Я один. На чем вы приехали? На пионерке. На Пионерке. Да. Ух. Так что не, я пройти, посмотреть, уйти. А вы Всё. здесь раньше жили? Нет, не доводилось. Не доводилось. Тут приезжали недавно туристы. Вагон был, вагон туристов. Ну, да, возят. Приезжали они, ну, у нас трекинг, фотографировали, все, ходили, фотографировали. Я говорю, вы в Тракинске? Да, мы в Тракинске. Там жили где-то в буграх. Где эти бугры? Я их знать не знаю, этих бугров. Где они, бугры эти, находятся? Ну, где-то, видать, возле Тагила, если они тагильские говорите. Я работала в Тагиле. Ага, Я оттуда и пенсию получила. ага. Я работала в 630-м цехе тяжелая кузница. Угу. Уралвагонзавод. Есть такой, да. Знаете, наверное, такой завод? Да кто ж его не знает? Уралвагонзавод. Я там работала. Ага, здорово. А здесь как оказались? А здесь я оказалась, у меня здесь дочка живет, Катя. Подкорытову Катю, может, знаете? Да откуда ж? Сколь? Не знаю. Я ж не местный, откуда мне ее знать? А вы сами-то откуда? Со Свердловска. О, вон вы откуда. А живете сейчас в данный момент где? Ну, собственно. Тоже в Свердловске? Ну да, А вы здесь один. Вы никого не знаете. ну да. А А проблема-то какая? Ну, у вас проблема какая? Вы приехали сюда. Да никакая проблема. Я приехал турист, я посмотреть, как люди живут, и дальше поехать. Все. Я-то сама Белоруссия. Я с города Минска сама. У меня папа белорус, мама полька. Мы приехали в Угольную, мне было 5 лет. Меня 5 лет сюда привезли, в Угольной. Ага. А сейчас я здесь уже живу 13 лет. Просто посмотреть, как люди живут, да и Да все. просто посмотреть, да. Да, конечно, а что тут узнавать? Так вот то, что Свердловский разговор. Слышишь, что Свердловский разговор? А что здесь узнавать? О, работал в Тагиле в Нижнем на 630-м цехе, горячая кузница. Ага. На кране, на Лостовом. Заработала пенсию. И сколько пенсия? 15 тысяч. Ага. Я не обижаюсь ни на кого. Вот мой кот, вот мой. Это Тишка, Тиша. Тише, ты суровый какой. Что ты... Тиша, не бойся, Тиша, он тебя не обидит, Тиша. А Тише что, ухо кто-то, что ли, там подрал когда-то? Это, знаете, у меня его воровали зимой. Это было 4 года назад. Одна женщина его своровала. Зачем? Ну, хотела моего кота. А, А у меня кот уже родной. Она его закрыла в голбет. ага. Закрыла в голбет. А он же голодный. 3 дня не кормила. А потом я пришла, говорю, мне сказали, Ирина, спроси у Нади. Я прихожу, а он из голбта орет. Мау, мау. Я говорю, тишенько. Вот я его забрала домой. Он был вообще у меня худенький, худой был вообще. А сейчас вон какой. Добротный. Тише. Тишка. А? Не, он у меня Тишенька. приветливый, вы не бойтесь. Тишенька, да я не боюсь. Он приветливый у меня. Тишенька. О, Тиша, Господи. Тиша. Шерстка-то ладная. Не обидит, парнишка тебя не обидит. О. И она потом выкинула его. И он ушко-то отморозил. А, Я прихожу, а он на улице. Я говорю, Надя, что ты сделала? Смотри, ушко-то у что-то него. какая-то Надя больная, похожа на голову, да? Да, это Надя Рыбкина у нас живет здесь такая. А. Знаете, наверное, Да откуда ж я знаю? Знаете? Нет. Нет. О, Ну, конечно, нет. она у нас, ну, маленько, Ну, понятно. с заездами. Ну, бывает. А она получает 20 тысяч пенсии. Откуда это? Из-за болезни она же как дурочка считает. Выгодно в России дураком-то быть. Так вот, а где? И живешь, радуешься, и пенсия Кажется, хорошая. что она умнее нас всех. Придет в магазин. Ой, все меня считают дурочкой, все меня считают дурочкой. А я ведь умная. О. А зачем тогда такую пенсию тебе дают? Положили ее в больницу. Смотрят, как она поведет себя. Она разговаривает с девочками, все кушает, все. Потом поняли. А тут оденет один валенок, а один сапог резиновый.
Зимой. Ну как ты оденешь сапог резиновый и валенок? Ну, так она и у нас и живет. Ну, а я, ребят, иду дальше. Главное, Надю Рыбкину не повстречать. Так что риски. Подписка, лайк, ребят. Не просто так я это делаю. Ну и буквально пару десятков шагов, и уже видны избушки, сараюшки и чье-то крепкое хозяйство. Техника на любой вкус. И вездеход гусеничный, и УАЗик на огромных колесах. Ну, а другие здесь и не прокатят. За ним трактор трелевочный. И просто трактор. Давайте все это одним глазком глянем, да и поедем дальше. Вот такой набор джентльмена для комфортной жизни в деревне. На ободрышах УАЗик. Ну, красавец. Чего ж тут сказать. И бампера силовые, и лебедки. Все есть. Сучкорез почему-то с одной только стороны. Видимо, с другой сработал. Сохранил таки стекло. Причем УАЗик старенький. Видите, у него еще дворники, у них трапеция наверху расположена. Ой, онежец. Трелевочный трактор. Я уже в других видео говорил, мне очень нравится форма кабины. Выглядит как будто вот для колонизации других планет техника создана. Здорово. А это, по-моему, газон. Гусеничный вездеход. Правда, у него что-то одна гусеница немножко отделена. Насколько я знаю, чертовски прожорливая штука. Очень много топлива употребляет. Ну и, судя по всему, он тут не особо-то и пользуется. Правильно. А зачем нам какой-то вездеход на гусеницах, когда есть АК, которая проедет якобы везде? Ну и, конечно же, такой классический старый добрый трактор. ДТ-75. Это, я даже человек, не разбирающийся в тракторах, понимаю, что это бессмертная и вечная классика. Ну а так, запас дров и пара уютных домов. В принципе, на этом деревня и заканчивается. Да, там еще видны какие-то крыши. Но мы, наверное, туда дальше не пойдем, ребят. У нас все-таки время. Поэтому здесь мы со Строкинкой и попрощаемся. Вот ехал, и среди болот он что увидел? Посмотрите, какая лапочка красавица. Кузовочек маленький, тоже такая аккуратненькая. И ручки металлические для того, чтобы ее поднимать. Классная дрезинка, маленькая, легенькая, хорошая. Под цвет природы. Лайк. Чернышевка, друзья. А вот и Чернышевка. Когда-то здесь была деревня, но деревня вся выселена. Осталась только вот такая вот станция трехпутная. Два пути используются, а этот как-то не особо.
Однако, несмотря на скромные размеры, станция является узловой. Здесь, на 64-м километре, начинается ответвление на поселок Березовский. Ответвление длиной 28 километров. В 2017 году мы с братом по нему проехали. И это было удивительное приключение. Дело в том, что основная магистраль, как вы видите, она вся выкошена. Тут есть и полоса отвода, и видно, что это путь, который широко используется. Когда же мы отъехали на ответвление на Березовку, мы попали в какой-то один сплошной нескончаемый зеленый коридор. Но не любви, а ужаса, особенно на обратной дороге. И он так тянулся почти все 28 километров. Там было только пионерочное движение. Однако несколько лет назад, по-моему, в 2020 году, провели капитальный ремонт пути, начали заготовку леса и даже до Березовки вагон пассажирский пустили. Так что теперь вот этот уголок просто диких каких-то мест, где даже поезда не ходят, он уже, конечно, перестал существовать, но сама Березовка никуда не делась. Поэтому я предлагаю сейчас все-таки с главного пути отойти на это ответвление и посмотреть и сам путь, и что там сейчас происходит. По идее, там вообще магистраль должна быть шикарная, хоть ласточку с колейную запускай. И посмотреть сам поселок. Так что, друзья, приятного просмотра. По доброй традиции стрелки, конечно же, возвращаем в исходное. Тем более в полдень должен пойти тепловоз. А мы, возможно, задержимся там и на подольше. Не будем делать подлянку. Ну, как мы видим, накат серьезный. А третий путь, хоть и покошен, но явно не используется. А тут вообще зарос. Хотя рельсы лежат. Друзья, давайте еще тормознем. Здесь есть даже памятник. И посмотрите, как к нему есть деревянная дорожка. Ну-ка, а что за памятник? А это памятник герою Советского Союза Флажкову Николаю Ильичу, которого не стало, как написано, в 1943 году. Видимо, житель уже несуществующего поселка, однако память о человеке жива. Вот и вы сейчас узнали, что был такой Николай Ильич, который сложил свою голову за свободу Советского Союза. Защищал наши земли человек. Конечно, символично, что даже поселка нет, а памятник есть. Направо на Березовку начинается своя нумерация. Господи, как же красиво-то, а! Налево идет главный ход, а нам, как я говорил, направо. Да, видно, что путь достаточно новый. Раньше уже все, поворот, и ветки начинают блистать тебя везде. А что же сейчас? Ух, этикетные столбы, какая просека. О, вот это да! Прям магистраль, друзья. Итак, похоже, магистраль пойдет прямо до Березовки.
километров. И вот на дне, на дрезине с вами. А рядом дремучий лес. Как в нем темно, а? Это достаточно узкий коридор, но по сравнению с тем, что было, норм. А там вот так вот дремучий лес подступал. Шутка была ехать, особенно обратно, по темно. Вот заготовка леса. Птицы. Класс. А здесь осталась стена, как будто бы прям так и должна быть. Так, у нас, кажется, бензин заканчивается. Отличное место. Я уж думал, до Березовки дотянем. Но походу нет. Какая же это красота, ребят. А рядом большой лес. Какие березы высоченные, а? А воздух, какой воздух, свежесть. Жары еще нет, дышать легко. Какая темнота, да? Да, вот это немного напоминает старую ветку. Там еще деревья над головой нависали. И путь был. Просто два рельса торчат из мха. О чем они держатся? Ну, наверное, на скрепах духовных. Заготовка мощная. А вон там орел. Во-во-во, пошел, видите? Красавец какой. А тут все в деревьях, в стволах, сантиметр. И сюда приходит поезд, и здесь происходит погрузка. Объехать его тут вообще никак. Поэтому нам повезло, что сегодня нет погрузки. Можем спокойно доехать. Мостец через речушечку. Речушка такая. Вроде есть, а вроде и болотца. Ну и мостик достаточно капитальный. Тоже там ферма металлическая. Давайте спустимся, посмотрим поближе. Так, это мы заглушим, чтобы не уехала. Нам тут Мишку на водопое не поймать. Значит, Мишка будет ловить нас. Так, что у нас тут? Речка и такой вот достаточно капитальный мост, пожалуйста. Металлические подпорки, поперечины, двутавры. На них мощнейший брус. И на нем уже фермы моста. Классно, как слоеный пирог. Металл, дерево, металл, дерево. Ну, такое долго будет стоять. Просто посмотрите на сочетание отличного пути. Сосны, березы, лес. А рядом все в траве, в мху. Чаща лесная. Господи, как же здесь кайфово, друзья. Эмоции зашкаливают. Как в сказку попали. Ей-богу.
Все-таки березовская ветка сохранила какой-то свой колорит, вот немного потусторонний. А вот и та дрезинка с ельничной, которая стояла вчера у переезда. Господи, там еще одна. Вообще с ума сойти. Значит, одна, за ней вторая. Удивительно. Непривычно видеть дрезинку вот так вот в чаще леса. И вот, ребят, еду, и кажется, что уже ничего не может удивить, как тут я вижу этот знак. И я даже не поверил своим глазам, да ладно, не может быть. Но это реально знак для снегоочистителя. Свести крылья, поднять нож, ну, убрать крылья, поднять нож. Такие знаки ставятся перед какими-то искусственными сооружениями, перед платформами или, как в данном случае, мостами. Собственно, чтобы вот эти вот продольные брусья снегоочиститель не повредил, ему надо поднять нож и убрать крылья. Очередное такое болотце, очередной мостик, металлический, очень надежный, очень крутой. И как красиво здесь шиповник решил расти. Даже плодоносит как-то. Необычное ты место выбрал, дружище. Вот такая вот ветка на березовку. Очень интересно. И что примечательно, знак ни разу не залетный. То есть здесь, пожалуйста, опускай нож, раскрывай крылья и начали чистить дальше. Все-таки сохранился такой вот вайб этой березовской ветки. Немного отчужденный, отдаленный такой. Ну, посмотрите, ну вот. Прям по габарит подвижного состава зелень. Мы тогда с братиком-то погуляли по поселку, и тоже там жуткое дело было. Мы ехали после дождя. И что примечательно, на мне были вот те же самые ботинки Caterpillar, это они же. Спустя 6 лет они вернулись в эти места. В общем, была мокрая трава после дождя. Ну и чтобы как-то ноги-то не промочить, не придумали ничего лучше, как намотать обычные пакеты из пятерочки на ноги. Намотали, завязали, и как бы и нормально. Доехали до Березовки, там увидите, какая сейчас станция там. Ну как станция там, просто путь выходит, поворачивает и тупичок такой, а-ля прям, ну реально сталкер Тарковского. И, значит, встали мы, смотрим, там деревенька, она вдали, там полянка идет немножко вниз, там русло реки, резкое возвышение, и на ней вот домики из деревьев выглядывают. То есть деревня уже зарастает, живет там человека 2-3, наверное, может сейчас чуть больше. Ну, в общем, не суть. И тут же, как только мы слезли, думал, сейчас надо взять палатку, там с палаткой встанем на ночевку, ну, как у Задорнова смеркалось. И тут мы слышим такой звук из чащи. Переглянулись. Я понимаю, что нафиг палатку, что надо как-то все это дело быстренько форсироваться отсюда. Мои мысли перебивают этот звук. Господи. В общем, а мы еще были в дождевиках, такие цвета хаки, распятненка. И, в общем, мы идем. Зачем-то я взял с собой ножик. Ну, с ним почему-то было спокойнее. И вот мы идем, и дальше можно просто включать, вот как вид от первого лица, сталкер, там 2 человека в распятненке идут, а как раз тогда был конец августа, и трава уже что-то начинала там желтеть, она уже была сухая, и вот прям вот атмосфера та самая, 2 человека в распятненке, какая-то трава, там заброшенная, вымершая, выселенная деревня, вот эти пустые глазницы домов, в руке нож. В общем, зашли мы в деревню, а деревня оказалась живая. Увидели таксофон. Это такой, значит, обычный таксофон, который висит на морском контейнере, сверху которого спутниковая тарелка, рабочий таксофон. И откуда-то там насос воду откачивал. Ну, значит,
значит, жизнь есть. Ну, мы пошли, не придумал я ничего лучше, как крикнуть: «Люди! Человеки!» Ну, и там вышел какой-то дядька, такой немножечко кривой, в каком-то таком ватнике-тулупе. Зубов почти нет, но маньячело страшный прям вообще. Такой добрейшей души человек оказался. Я не помню, как его зовут. Кто знает, может, мы его сегодня и увидим. Он рассказал про поселок, показал, значит, бывший дом культуры, а там было паровое отопление, и там даже остались вот эти вот продухи для пара в фундаменте. Показал, там была баня женская, мы туда все там с ребятами бегали. Проводил нас, значит, до дрезинки, все-таки мы там что-то очканули, спать отказались. А уже там конкретно темнело. И вот помните, как в фильме ДМБ? Видишь суслика, и я не вижу, а он есть. А там у речки, на мостике мы стоим, он говорит: вон куница плывет. Где куница? Ну вот же она, вот. Вообще так и не увидел. То там утка летит, говорит, сейчас она нас увидит, тут утка, хоп, резко разворачивается, увидела. Человек живет в полнейшей гармонии с природой, и если я себя здесь в этих лесах чувствую как гость, то это для местных жителей дом родной. Ну, в общем, едем мы с братиком обратно. А как сейчас я знаю, что ночью перемещаться здесь на дрезине — это такая себе затея. А учитывая, что мы оба были и без ружьишка, это вообще... Короче, дуракам повезло. А там уже мы до этого катали так мощно, был не выспавшимся уже который день. Короче, сознание там начало рисовать картины. Едем, смотрю, огромный ствол березы поперек пути. Я по тормозам. А это оказалось просто веточка березы упала, а листики влажные от росы в свете светодиодного прожектора, они отражаются как белым. Вот воображение такое срисовало. Или вот еще едем, а там сова перед нами. И она не может от нас никак оторваться. Мы-то едем достаточно быстро. Она отлетела, опять на ветку села, мы за ней. А там же еще ветка эта была до реконструкции, там такой вот коридор, она даже выход из этого коридора найти не могла. В общем, раз 5 она от нас так улетала. В общем, едем. Господи, эти 28 километров казались вечностью. И вот когда с правой стороны отступила, свечу фонарем, слава богу, магистраль. Вышли на эту чернышевку, покурили, плавненько так газку дал, а луна светила, на небе было не облачко, тишина, луна, и вот докурили, просто газ в пол. А с нами же был еще прицепчик одноосный, и, в общем, двигатель орал просто как дизель, так стук колес был, как будто на тепловозе на каком-то херачем. Свет луны, свет прожектора, все это такое такое серебристое, металлического серебристого цвета. Обалдеть. Я помню, так был рад Ельничный, когда в эту кривую входим, а вот они там домики, и вот он вокзал, и светится все это. Жизнь. Вот такие вот воспоминания у меня о березовской ветке. Вот, наверное, слишком глубоко ушел в воспоминания. Поехали, посмотрим, что сейчас творится там. Два глухаря. Ах, вы ленивые жопы. Да, сейчас можно было бы не тормозить, супчик бы сделали. Ну что ты смотришь? Ого! Путевое развитие! А вот этого не было. Разъезд уложен вновь. Раньше просто линия заканчивалась кривой и тупиком. Собственно, вот оно, как старь. Хоть здесь ничего не поменялось. Приехали! Станционное здание как было, так и осталось.
Удивительные стекла целы. Хотя здесь их бить просто некому. Ну и, собственно, местный промысел. Откуда-то там нашакаленные, откуда-то выкопанные рельсы. Потому что лежали бы они на поверхности, они не были бы так проржавевшие. Да, это, скорее всего, в земле где-то все было. О, а станционное здание используется. Смотрите, веники сушат. Там мотоцикл стоит. Да, это такая сараюшечка здесь. И кому-то повезло, вот какие траки нашли, мощные катки от гусеничного трактора. Класс! Ну и, соответственно, техника местных жителей. Угу. Чем проще, тем надежнее. Сюда много можно положить, что уж говорить. Дрезинка. Тоже с такими ручками, прям аж наполированные. Правильно, так раз, гуп, и взял. Так и задумано. Ну, классическая схема для этих мест. Мотоциклетный двигатель, привод на заднюю ось. В роли натяжителя деревяшечка. Может тоже так себе сделать. Так. А тут вроде на полный привод что-то смахивает. Но как бы он, видите, деактивирован. Цепь не накинута. Ну, опять же, еще тут всякие какие-то трубы, какая-то проволока. Бревнышки добытые. И еще прицепы, дрезины. Да, целый дрезинопоезд, ребят, посмотрите. Классно, да? Причем это тоже дрезинка с движочком, с цепочкой. А это вообще лимузин. Ну, как придумали. Откуда это? Атаки, что ли, дверку сюда приварили? Вот, пожалуйста, вон какое лобовое стекло. Хе-хе. Да, выглядит, конечно, монументально. И такие две пилы по бокам. Ну, прям безумный Макс. Прям вот все по канонам. Очень круто. Собственно, здесь путь и заканчивается. Сараюшки из пассажирского вагона. И все. Причем это из ПВшки сделанный, ПВ-40. Видно по гофрам, по окраске. А это из вагона ПАФАВАК. Это очень комфортные польские пассажирские вагоны. Такие сейчас очень мало где остались, но ближайшие отсюда на Свердловской детской железной дороге, или Екатеринбургской, если вам будет угодно. А вот здесь такой вот огрызок. Говорят, вагоны просто плыли по путям. При этом неважно, какое было состояние пути, комфорт был неимоверный. И посмотрите, какие приятные закругленные вот эти вот бока. На торец идет. Очень красивая эстетика. ПВшка же, она такая, она вот. Вот она кондовая, так хоп-хоп и все. А тут все-таки вот как-то красиво, и вагоны сужаются ближе к торцу. Красота. А рельс уже все, нет, тут уже закончилось. Только он, шпалка. Ну и, конечно же, можно попробовать зайти внутрь и посмотреть. Да, сохранились лишь небольшие фрагменты обшивки. Видимо, это все было серого цвета когда-то. Ну вот я стою в вагоне, в принципе, нормально себя чувствую. Как бы потолок не давит, он есть. Здесь вот, видимо, был плафон освещения, там тоже. Ну-ка, тут что? По идее, грибок на вентиляцию. Да. Ну-ка, эта хрень, удастся ее? Не удастся. Короче, видите, там свет. Грибочек на вентиляцию. И что интересно, я просто первый раз в ПВшке, посмотрите, тут какой привод двери. Она не открывается так, она сдвигается на роликах в бок. Вот как-то вот так вот. Причем, если это вот сейчас ВДшкой пшикнуть, да даже не пшикая, оно бы открылось. Но там на замочке. Так, а эта дверка вот так вот закрыта, просто заколочена. Класс. Вот такой вот привод. Очень интересное решение. Почему-то решили вот поступить именно так, что дверь не распашная, а сдвижная.
Хоть этого и не скажешь, но мы подходим к деревне. И вот этот мост, на котором куницу так и не высмотрели. О! Это была куница. Прям какая-то такая зверуха. Хоп, и занырнула резко. Вон и утка летит. А нет, это была... Да, это вроде... Или утка. Кто это? Оп. Кто-то занырнул. Ну-ка, и долго оно продержится под водой. А, это уточка, а не куница. Ну ладно. В общем, как-то вот так вот. И вон тишина такая. А вон там вот здание по центру, собственно, это и была когда-то баня. Да, это тоже деревенская улица. Когда-то здесь по бокам были дома. Но, как вот рассказывали, в 90-х эти дома просто продавали на бревна. Эти бревна отсюда вывозили. И, соответственно, участок пустел, и на нем начинал расти лесочек. Ну и вот сейчас, где были дома, тут теперь лесочек и есть. Вот. Какие-то трактора здесь все-таки ездят, следы свежие. Корова мычит. Так что, да, мы, наверное, в пути, друзья. Представляете, вот этот лесочек, это когда-то были жилые дома. Вот мы сейчас тоже идем к домам обитаемым. Да, пойдем прям по дорожке туда. Если кто-то с недоверием и скепсисом относится к моим заявлениям, что там когда-то были дома, ну, во-первых, вы молодцы, доверять никому не надо. А во-вторых, вот посмотрите, остался фундамент. И как раз здесь молодняк растет. Ну, собственно, это был когда-то дом. Это, наверное, влага половая. Вот так вот природа свое и забирает обратно. Такие виды, ребят. Ну, в заброшенной деревне мычать корову и лаять собака явно не будет. Так что мы двигаемся куда-то в нужном направлении. О, железо, металл. Входим в обитаемую часть деревни. Она как-то так символически отгорожена. Даже заборчик есть. Сразу там видно. Люди ходят. Корова мычит. Трактор стоит. И, собственно, таксофон на месте. Никуда не делся. Только претерпел некий апгрейд. Ну, смотрите, сколько солнечных панелей повесили, а? 21 век, как-никак, наступает. Даже в такую милую глушь. О, дрезинка когда-то была. Какая буреночка. Ну, скажешь что-нибудь? Ты не бешеная? Тю, господи, вот. Ну, что дякую. Какая милая. Какая да, хорошая. Да. Там еще кто-то. Ну, тю, господи, бедолага. Ладно, ладно, не трогаю. Так. Ну что, одолели мухи вас. Одолели. Ой, попрошайки вы. Ох, попрошайки вы. Какая, а? Какая насосая. Мух нынче, видишь, много. Ага. Вон, пошел, иди проси. Иди проси давай. Поесть? Она ходит, теленка кормит, покормит, уходит, давай паёк. Ага. Знает свое дело. Конечно, все уже привыкла. Дрезинку разворачивать, она идет по линии. И медведь? Ну? Они за водкой поехали вечером. Вечером за водкой поехали. Не хватило. Поедем, сгоням до ельницы, купим. До Сорокинки. Поехали. Едут, он навстречу идет, они говорит, и газовали, кричали и стучали, а он идет, говорит, навстречу.
И пришлось разворачивать дрезину. Ну, один вот там ходил на главный, так его что-то нету, по-моему, пристрелили. Он избушки начал бомбить. Придет, косяк вывернет двери, съест все, запасы. Прочухал, короче, как надо делать. Пожать есть отсюда. О, мы банку бросили возле костра. Вон, Оставили где-то продукты, видать, он пришел, наелся, все, и понял, что нахер добывать готово. Видал, сколько лас этих? Потому 50 что штук. в этот раз охотовед тоже, ну, бывший егерь, взял одного на это, пока, говорит, варили, ничего, говорит, это, а как тушенку, говорит, открыли, он запах учуял, как заорал. Все, сосед больше не стал. Приехал, говорит, неделю пировал от испугу. С Москвы там, ой, 70 прожил, 75, как у нас прожиточные. Это правильно, там в Москве сидят, в Кремле, да. Больница под боком. Потом скоро идет, самое быстрое, его змея укусила. Дозвониться не могли. А тут одному приезжало 3,5 часа скорая. Ладно, привезли, еще, говорит, что у одного-то было это, заворот кишок. Только еще, говорит, час и все бы, говорит. Поминай, как звали. Да, вот так, если скоро здесь понадобится, как вообще Вот быть-то? все, вот такая, звонили, дозвонили. А как они до сюда доберутся вот физически? Тепловоз. Только вот Поезд тепловоз. ходит, ну. Тепловоз. Ну, по телевизору туда, вон, показывают. Вертолет. Вертолет летает, санитарный, все. На бумаге-то все есть. Да это понятно. Для кино снято где-то, может, даже в аренду берут. Потом как-то пожар был. Сутки горело, никого не было. Потом прилетел вертолет тушить. Десантников бросил, потом вертолет. Он сел, бедолага, он весь в мазуте, он шел его трактор. Мы говорим, так вы еще на чем летаете? Еще 15 человек в его забралось, десантников. Так вот, в аренду взяли. А в кино показывают, тут МЧС у нас весь разряженный, блядь, наряженный. Правда, девку от лет 10 назад искали. Приезжали, да, там были экипированы. Нашли? Не, так и ходит где-то по лесу. Да где тут найдешь? Вот тайга, вон, видишь, отошел 5 метров. А я тогда лесничим работал. Они достали карту там 70-х годов. Я говорю, ребята, так вы куда вообще собрались? Так вот у нас все, вода в фляжке. Я говорю, вот вы в 5 утра вставайте, рассвело, до обеда ходите. В обед, говорю, обратно. Больше 5 метров друг от друга не отходите, цепью идите. Зашли с дороги, вот от этой до этой, показал по карте. Все, больше не ходите. А то это уйдете и самих искать придется. Да ну, да мы, да вы, МЧСовцы. Да какие вы МЧСовцы? Я говорю, лесники и то до обеда работают. Ну, то вот считай, такая вот жара 30 часов, дышать нечем в лесу. Да. А если еще дождичек пройдет, такой парун, что это в джунглях. Идешь и укрыться не укроешь, что весь мокрый. Да. Мазь не да. помогает, смываться все потом. Вот они, пришлось им карту даже давать современную. Говорю, только потом верните. Вернули хоть. Но... Не, они потом стали так делать, до обеда ходят, с обеда лежат, купаются на речке. Ага. А тоже, вот, да мы, вроде молодые. Я говорю, какие молодые, что вы? Вон как-то ходили в лес тоже один. Я хожу в бизнес-класс, бизнес-клуб-то. Пошли 3 километра, прошли, и все, и кончился. Вот ведь такое дело, лес не прощает ошибок-то. А вот если в лесу потерялся, что делать? Ну, сейчас, что, идти тихонько в одну сторону.
А там же, типа, там шаг, Не, он ну- неровный. Тут окружено кругом. Здесь узкоколейка на Калач идет. Ага, Тут тура. Так вот тура идет ага. 30 километров. Сейчас странно вроде бы казалось, ну, время такое, у всех телефоны, у всех навигаторы, Нет, если GPS-ы. ты кругами ходить не будешь, выйдешь. То есть есть кругами. А как понять, что не ходишь кругами? Но Круг-то и большой же может быть. А ты обязательно пойдешь кругом, сколько ты не ходи. Я даже и то хожу кругом. Компас в тот раз забыл. Пошел. Чувствую. Ну, у меня, видишь, выработал, что иду на круг, иду. Просто одна нога забирать больше. Ага, ага. Все, надо идти. Вот так вот взял он дом, дерево у дома. Прямо дошел до его. Ага. Следующее дерево. Тогда выйдешь прямо. А не так, что даже он компас, тут одному дали, он говорит, домик нарисованный, он пойдет, домик поворачивается, и он кругом за домиком. Ну, в компасе домик нарисованный. А что ты пришел, вот так вот сейчас отойдешь, повернешь, опять, и все, и на круг и пойдет. Ну да. Вот так ходить, вот увидел дерево большое, вот на его иди. Дошел до его, он посмотрел, там елка, тогда ты прямо выйдешь. По ориентирам, в общем. Что у меня, он был лесник, 6 разряд, самый высший по леснику. А пошел и едва нашли, вот тебе, давай кругами ходить. Я говорю, что компас? И компас забыл, что в кармане. Все, страх начинается у людей. Паника. Паника, да, вот я не туда иду. Да. Или вот выпадет сразу метров 100, линии спахивают. Столько грузили, столько возили. Ну, везут 15 цепов лесу. 200 тонн, считай, состав весом. Зарплата у них издельная, что ли, была? Вот, эти километры тонны. А, вот что так и грузили. Вот он и хватает больше, чем больше состав. Ну, не позволяло, потому что он и больше мог утащить. Семера, она же большая, там танковый двигатель стоит. А, она тяжелая, мощная. Ну, и вот она таскала. Ну, 16, потому что 400 метров обходные были, чтобы ему разъехаться было куда. Вот он приезжает на разъезд, с разъезда идет уже до следующего разъезда поезд, разники тянет. И вот так вот двигалось. И все, постоянные скрещения были? Беспрерывно. Такие объемы. Да. Тогда же и светофоры работали, сигнализация. Ты еще, раньше бы ты хрен проехал, тебя никто не пустил. Дежурный с тобой разговаривать даже не стало. Потом сбавилось он у нас, сколько их поразбивало, дрезинок-то. Все, он идет какую, даст нахуй, только полетела в сторону. Тепловоза даже один он гнал, защита вот эта спереди-то. Как ее дал, там железо вот такое, насквозя дрезинкой. Ничего себе. Но она сразу никуда в металлолом. Ну да, там уже Дребезги. Ладно, самого не убило. самое главное. А вон лесники работали. Тепловозник говорит, я тихонько ехал, они тихонько. У меня заводская была дрезина, ураловский двигатель стоял. Ага. ТДшка. Как хлопнул, и двигатель вылетел, и весь вверх снесло. Так бутылку не могли найти с водой. Она на 10 метров улетела. Ничего Я себе. говорю, вы нормально, одни тихо ехали, другие тихо в повороте поцеловались. Да, тут главное жизнь сохранить. Ну, дорога была хорошая. Это сейчас не дорога, сейчас бы я состав не пошел бы. Вот раз, видишь, я поцеловал. Скорости вылетели, и все поулетало. Дрезинки. Площадки, сейчас площадки таскают, а тогда были сцепы, это считай, 2 площадки. Ну да, такие на 3 телегах. Нет, вот это же площадка, только еще одна, и на ее длинными хлыстами грузили, А, вот так. Длинномер длинномером полностью хвостами. Вот он фигашит. Я вот раз вот. Вон он сидит опять заяц на дороге. Вот, О! на дороге. Не знаю, вам видно, нет? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, пошел. Прям по дороге идет засранец.
Опять присел. О, ну там по самому центру. Сейчас попробую вам приблизить. Не знаю, видно, нет, ребят? По огороду прошел, покос и попортил. Кабанчик. Кабан, но нарыл. Ты же откуда знаешь? Вот сейчас лежит вот рядышком. Слушай, что ты рассказываешь. Ой, ты господи. Ну, вон лохи ходили. Вот. Как вы тут живете? Этот начальник-то мне говорит, это мы как живем? Них-то, говорит, что сейчас? Они, говорит, одни уехали, другие приедут. А мы, говорит, домой придем, железной дверью закрылась. Ладно, говорит, еще в коридоре попка не ходит, не охраняет. Все, говорит, как в тюрьме, на окнах решетки. Все, показали, тоже мужик. Каменный дом, все, решетки. Девка дома, дочь была, загорелась дверь. Все, и она выбежать не могла. Сидит у окошка, плачет. Ладно, вот мужик увидел на газели, подъехал. Вырвал решетку машиной. Он говорит, сейчас срежу, говорит. Так бы, говорит, не выдернул, и все, и дома бы сгорело. Да уж. Лучше, говорит, пусть ограбят меня, чем вот так, говорит. Просто. Мне тоже давали, когда выселяли отсюда. Квартиру в Синчихе давали, а последний житель тут был. Если бы закрыли, все бы выдернули, линии бы сняли. Ладно, вот Чепиков заступился, пока они там щухали. Губернатор объяснил, говорит, мы снять-то снимем дорогу, а построить-то не построим. Вот они с Никоновым, молодцы мужики, спасли. А так бы все, ее металлолом бы хернули. А сейчас, видишь, делали, как она сейчас туристическая, сейчас только с разрешения губернатора снимать ее. Выделили деньги, 30 миллионов. Все, отремонтировали ее. Это было вообще как в туннеле. Да, не были вы еще 7 лет? Кого? 7 лет назад были. Да, мы ж по ней ехали по этому, по тоннелю. А, помнишь еще? Конечно, помню. Такое не забыть. Как съехали с магистрали, все. Это тоже на винтах ехал. Дрезинка была, сзади винты сделаны. А, Воздушную подушку сделал. А че ветки, кого ты наездишь? Ладно, не оторвало. Тоже всяких. У нас один он рыбачил на речке. Речка Кыртомка там течет. ага. Она, там, ну, как до столба такой ширины дерево было середро. Он на той стороне рычит. Он ему в ответ. Она перекликались, а потом он нету. Он как сзади рявкнул. Я, говорит, не помню, как через бревно пробежал. На ту сторону поменялись, говорит. Я, говорит, больше никогда не буду дразнить медведя. Говорит, не трогать. Правильно говорится, не трожьте русского медведя. Утром идем, он на тропе то насрал, то нарыл. Мишка. Ну, а никогда его не видели. Так вот. На болоте так же. Бабы только уйдут с болота, она выходит с медвежонком. Все. А тут медведь, видать, уснул, что ли. На тропинке остался, сидел, запоздал. Они шли, увидели, сразу ягод не захотелось. Такая махина, говорит, сиди, там голова вот такая, во. Ну и хозяйство такое разношерстное. И тут бытовка такая, туристов возить хотели. И вагончики, ПВшки. Да, все, что надо, все есть. Почему это на волокушах бытовка, вон, видите? Два вот этих бруса продольные. А с той стороны они имеют как, ну как лыжи такие в начале, подъемчик. Тоже дом, там собачка. Ну, видимо, дом уже такой, как сарайчик. Особо не используется. Там песик был. Песик куда-то убежал. Ну ладно. Опять же, ох, какой.
Такой трицикл каракат. Колеса мощнейшие, даже не ободрший, протектор мощнющий. А спереди что-то вообще самопальное. Это как будто камеру вот этими брезентухами обмотали, чтобы ее защитить. Лютая техника, конечно, просто лютая. Вилка. Да, знаете, тут даже сложно сказать, а это вообще рабочая. Движочек вроде стоит, укрыт. Привод ременной. Ну, видимо, да, сейчас это не особо рабочая. Хотя бы потому, что цепочки нет. И свечи не подключены. Так, такая вот техника есть. Круто, наверное, на таком по лесу ездить. Ну и с видом на поле трактор. Старичок. Беларусь. МТЗ-35 АС. Что-то складывается ощущение, что с ним как-то кто-то занимается. Ну, по крайней мере, или он на хранение. Потому что машинка-то вроде не рабочая ни разу, но выглядит комплектным. Мы-то все привыкли видеть такие трактора синие с белой кабиной. А тут ржавый с гнилой крышей. Господи, вот как вот это произошло. Иисус Мария. Как-то горел, что ли? Да вроде нет, стекло он целое. Удивительная техника. Вот такое вот еще дело, ребят. И при всем техника рабочая. И эта машина на ходу. Единственное, да, ему надо кабину поставить с капотом. Но он рабочий, он ездит. Представляете? И ремни тоже целые, натянутые. Это глушитель с такой вот трубой. Слушайте, это самоварная. Фильтр воздушный. Подогнали. Тележки новые поставил. Катки? Ага. Задний мост новый, видишь, это полностью. Они, ну, там металлом бросили, они говорят, забирай, мы тебе поможем, хоть более-менее трактор один будет. Ага. Зимой, чтобы дороги чистить. А что, он один всего рабочий? Почему? Вот рабочий. А, вот этот товарищ? Да. А тот, который там ржавый, гнилой? А колесо проткнули. А так нормально работает? Ага. Удивительно. Колесики-то какие маленькие передние, интересные. Таких даже и не видал. Ну вот, собственно, техника любит. Ласку и смазку. Такое никогда не сгниет. А резина-то непростая. Bridgestone. Yes. Вот на этом вот. Просто с ума сойти, друзья. Ну-ка, а большая тоже там? Или это уже Борис Федорович Гудрич? А не, Белшина. Все по классике. А это что за вепрь? Колун? Ага. Мост-то какой, а? Лютый, просто сатанизм. А это от трактора ему? Ну, трактор. Да уж. Намордник какой. Вот это техника. Ну и как? Какого года он? Не помните? 57-го вроде. 57-го. Господи Иисусе. Тут, наверное, табличка. Ага. 57-го, ага. Просто жесть. А здесь вот звезда торчит. Это для чего она такая? А это стартер ставится? А, Пускай заводить. прямо здесь он, значит, стартер. Ё-моё. Рычагов-то. Передний мост, раздатка, ручной тормоз, газ, сцепление, тормоз. Ё-моё. Рычаги-то еще какие кондовые, а? 157-й, видишь? С ума сойти. Раньше лес возили Паутинка. на них у нас. Ну да. Лесовозы, это тоже лесовоз. Видишь, конники стояли. Ага. Вот эти вот, да, про них ухи. Все, конники, ставь, поехал. Вверх снимай полностью. Вообще шикос. Ну, машинка эксплуатируется. Ну и на десерт другая техника. Еще более безумная.
Ой, ребята, на такой, представляете, зимой в лес. Ух, ну она, конечно, вывезет. Колесо как какой-то детской игрушки 90-х годов. Там тоже всякие были такие безумные гоночные машины со всякими бластерами. Но это и без бластеров просто убийство какое-то. Кузовок-то какой интересный. Насколько короче рамы. А, и тоже под замочком. Все, значит, все хозяина имеет, что под замком. Просто жесть, друзья. Жулик, видать, ага. Замков навешал. Ага. А на нем куда ездите? А он на рыбалку приезжает отдыхать. А, это у кого-то для отдыха, значит, Ну. транспорт. Ага. Неплохо, хороший отдых. Колеса, видишь, проткнул, другие поставил. Ага. Там эта будка, видал же, проткнутые лежат. А, то есть у него все 4 такие были. Ну. Ага. Ё-моё. Приезжает он на реку, уезжает рыбачить. Угу. Отдыхать там валдеет. Хороший отдых на такой штуке-то. Ну, будку маленькую сделал, куда? Ну, что-то она какая-то совсем мелкая. Непонятно. Рама-то вроде он позволяет больше. Да. Чего бы нет. Железа не хватило, видать. Ага. А что, железо из дерева бы взял бы да обшил? Дерево ты сломаешь. Ну, тоже да. Ну, видишь, я пороги изорвал. Какого железа? Прикидываешь, что ехать так, пороги оторвать. Вот какое железо. Порвать. Порвано. Не вырезано. Порвано. Вот так вот в лесу и ездит техника. Вон тоже крыло здесь тоже. Ну, видите, фольга где-то сколько? Миллиметра 2, наверное? Ага. Тройка. Двоечка. Двоечка, ага. Порвалась. Ну, здесь пятерку. Пятера здесь? Да. Да, вроде тоже двоечка-то, смотрю. Это уши. Да? Да, на 3 вещи можно смотреть бесконечно. Уже 4-ю или 5-ю сенокосилку ухлопали. Это об что? Об железо вот ломаш. А, Держу. на железо на какой попадать? Ну, то шестерка, то гвоздь. А, Нынче и скосим, нечего на дорогах-то косить. ага. И она, значит, это как зажим, а вот это вот резцы, они ходят, да? Ну, это полотно, это пальчики, видишь. Ага, Промеж их попадает, полотно срезает. понятно. Вот сейчас я буду поворачивать, ты палец сунь туда. У нас мужик был, без пальца ходил. Косил этим конными косилкой-то. Ага. Тоже лошади стояли, включено было там. Все, и пальцем раз, тык, пальцы отсокнул. Ну, здесь-то да, ну, хорошо, прям подходит. Прям как для того и сделано. Ну ладно, я поехал. Вам счастливо. До свиданица. Будешь рядом, заезжай. Добро. Будете у нас на Колыме, да? Ну да, если так случайно мимо проходить, да, зайду, конечно. Как это, бриллиантовая рука-то. Будете у нас на Колыме, а нет, лучше. Вы к нам, да. Ну, до свидания. Давай, ага. Счастливо. Вот такого порядка проблемы у людей. Лето сухое, трава не растет, а там целый табун. И чем его кормить? Коровок чем кормить? Они же все-таки молочко дают. Медведи ходят, косилку надо чинить. Своими руками мост у трактора поменять. И никто не поможет, вот только там вдвоем. И то не самые молодые. И ведь живут же как-то люди, выживают. Вот, я думаю, здесь просто комментарии излишни, ребят. Двигаюсь в сторону выхода. Вот тоже такой квадрат леса. Если туда присмотреться, вон видно основание дома. И здесь квадрат. И тут, и там. Да, вот она, наверное, дорога. О, сено сколько заготовлено, а? Хорошо. И вот когда я говорил кормить табун, я имел в виду вот их. Стоят, смотрят, кто это такой.
Мы такого пока что не видали. Аве. Вот то чувство, когда ты свой среди чужих или чужой среди чужих. Как они стоят, смотрят все. Вон сколько голов. Реально стат, ну какой малыш стоит, господи. А вон там еще двое. Вот как-то так.